Здорово, народ! Сегодня я хочу рассказать вам о 4 видах наколенников, бандажей, артезов и суппортов, которыми я пользовался последние 16 лет. Поехали! Специально для этого обзора мне пришлось поскрести по всем сусекам, и в итоге я нашел бесчетное количество суппортов от компании Larsen. Их вы могли наблюдать на мне в самых первых видео на канале. Волейбольные наколенники Area, артез Bauerfeind Genutrain 8 поколения и бандаж Genumedi. Первое, чем я начал пользоваться лет с 14, были суппорта Larsen. Мало того, что я использовал их не по назначению, на самом деле это суппорта для голени, так они еще и не давали необходимого эффекта в долгосрочной перспективе. Единственное, что я получал, это компрессию в области колена, благодаря которой колено нагревалось быстрее и дольше остывало. Из-за того, что специфика прыжков в длину подразумевала большие перерывы между попытками, я продолжал их использовать до первых серьезных травм. После перелома колена, об этом я рассказывал в своем старом видео, ссылку найдете в описании, я не обратился в больницу, а просто решил завязать со спортом. Собственно, это и была моя самая большая ошибка. Сейчас я понимаю, что лучше было сделать операцию тогда, чем сейчас бороться с последствиями травмы и мириться с ограничениями. Поэтому учитесь на чужих ошибках. Когда я вернулся к занятиям спортом, для снижения болевых ощущений я носил эти суппорта еще несколько лет. Причем мог надевать по 2 штуки на колено. И я не хочу сказать, что ларсеновские суппорта плохие, нет. Просто у них есть свое предназначение, и не нужно их использовать в надежде на то, что они или какие-то подобные аналоги за 300 рублей помогут вам сэкономить деньги. Учитывая, сколько я за все время их купил, они вышли дороже, чем полноценные медицинские артезы, при этом никакого медицинского эффекта они не давали. Поэтому, если у вас есть болевые ощущения в коленях, которые вас беспокоят, обратитесь к врачу. Лучше пару месяцев потерять на реабилитации и купить правильные артезы, чем годами мучиться в повседневной жизни. Следующее, чем я стал пользоваться на регулярной основе, это волейбольные наколенники Area. У меня есть хоккейная привычка вставать на колено, и иногда из-за этого страдала подколенная связка от сильного удара об пол. Отдельный обзор на наколенники у меня есть на канале, почему я выбрал именно эти. Если вы периодически бьетесь коленом об пол во время занятий волейболом, в большей степени это касается любителей, лучше купите себе нормальные наколенники, чтобы уберечь свою ПКС и мениск от регулярных воспалений при ударах и возможном разрыве связки вследствие многократных повреждений тканей. Когда я надрывал мениск правого колена, врач в больнице для дальнейших занятий спортом посоветовал приобрести либо бюджетный бандаж Genumedi, или дорогой артез Bauerfeind Genutrain. Особо не вдаваясь в подробности их различий, он сказал примерно следующее. Купи вот в этом магазине Genumedi, если не понравится, потом купишь Bauerfeind, что подороже. Как оказалось, в этом магазине у них была мотивация с продаж продукции MIDI, и врач получал с этого процент, но не суть. В итоге я купил Genumedi, в принципе мне понравился, и позже я купил себе на второе колено для профилактики. Как показала практика, лучше сейчас потратить несколько тысяч, чем потом десятки тысяч на лечение. В ходе эксплуатации обнаружил, что их нельзя носить поверх компрессионного белья, так как принцип действия бандажа нарушается. Пришлось перейти на высокие носки и компрессионные шорты. Компрессионный бандаж Genumedi используется для лечения и профилактики болевых синдромов коленного сустава. Основные показания к применению — это артрит, артроз, раздраженное состояние сустава после травмы и операции и так далее. С подробной информацией о каждой модели можно ознакомиться на официальном сайте или магазине, где будете приобретать тот или иной бандаж. Модельный ряд у них очень большой, он сейчас на ваших экранах, и в зависимости от вида травмы нужно подбирать подходящий бандаж. Основным недостатком модели для меня оказалось очень плотное плетение с обратной стороны колена. В них невозможно сидеть даже несколько минут, потому что пережимает вены. При этом размер подобран правильно. Даже в моих волейбольных наколенниках сзади идет тонкая дышащая сеточка. В медишках же ногам очень душно, особенно когда мы летом играли в плюс 30, я после каждой партии проветривал ноги, тем самым охлаждал колени, что нежелательно при длительных нагрузках. В инструкции, которая идет в комплекте, написано: помните, в сидячем положении при надетом бандаже нельзя сгибать коленный сустав более чем на 70 градусов. Для вашего удобства полная инструкция на экране. Кому интересно, поставьте на паузу и почитайте. Второй минус — это силиконовое кольцо, начинающее жить своей жизнью через полгода использования. Карман, в котором оно располагается, иссыхает со временем, и есть сложности с размещением кольца внутри после стирки. Особенно большие проблемы при использовании медишки на пляжном волейболе. Отмывать песок с силикона — то еще удовольствие. Именно поэтому мои ларсеновские суппорта использовались в роли защитного чехла для Genumedi все лето на песке. Позже оказалось, что это особенность именно данной модели. Я давно хотел сделать обзор на свои наколенники, но понимал, что объективного мнения без использования хороших артезов у меня не будет. И поэтому четвертым у нас идет коленный артез Bauerfeind, которым я сейчас пользуюсь. Правильно говорят, что все познается в сравнении, ведь тяжело быть объективным, не попробовав. В MIDI были недостатки, с которыми я мирился, потому что не знал, что это особенности модели, а не обязательное условие всех артезов и бандажей. В Bauerfeind весь артез выполнен из тонкой сетки, а с обратной стороны колена она еще тоньше. Находиться в них продолжительное время можно без проблем, нога не потеет, вена не передавливает. Я даже гуляю в нем иногда или после тренировки некоторое время еще ношу дома.
В инструкции написано, что его нельзя выворачивать наизнанку. Скорее всего, это связано с конструкцией боковых вставок. Их можно сломать, и тогда ортез станет бесполезен. Поэтому всегда, повторюсь, всегда читайте инструкцию по ортопедическим товарам. Я вывернул, чтобы показать вам, как он выглядит изнутри. Силиконовое кольцо вшито в сам ортез, и нет необходимости его вытаскивать для стирки. Внутренняя силиконовая вставка имеет массажные выступы, благодаря которым во время движения осуществляется массаж подколенной связки и менисков. Также очень важным является момент надевания. Для сохранения целостности ортеза необходимо делать это, держа его за верхние кольца, а за нижние при снятии. У меня коленный ортез Bauerfeind GenuTrain 8-го поколения. Обращаю на это отдельное внимание, потому что каждая модель имеет свои улучшения и изменения в конструкции. Мне не довелось носить 7-го поколения, я лишь в магазине посмотрел их вживую. И разница действительно ощутимая, особенно в плетении. Цена у них одинаковая, поэтому при покупке обратите внимание на модель. Одним из важных элементов этого ортеза является специальная эластичная вставка для стабилизации коленной чашки, оказания противовоспалительного и обезболивающего эффекта. Во время его ношения за счет более разряженной и эластичной вязки обеспечивается максимальной влагой и воздухообмен. Нога не потеет и на протяжении 2 часов тренировки прекрасно себя чувствует. А гибкие боковые ребра жесткости препятствуют скручиванию ортеза. Брал я его в магазине Артека, и по моему специальному промокоду вы можете получить скидку на ортопедические изделия в их розничном и интернет-магазине. Ссылка на сайт и более подробная информация о сроках действия промокода вы найдете в описании. Доставка осуществляется по всей России. Сам магазин присутствует более чем в 40 городах страны. С адресами салонов можно ознакомиться на сайте. Итак, как же работают ортезы? Они позволяют частично или полностью восстановить двигательную активность без вреда для коленного сустава. В их основе лежит сочетание компрессионного и массажного воздействия на колено во время движений. В результате уменьшается воспаление и отек, купируется боль, увеличивается объем движений, а грамотное ортезирование позволяет быстрее завершить лечение и реабилитацию. Разнообразие изделий для колена обусловлено большим количеством структурных компонентов коленного сустава. Например, при повреждении крестообразных связок используются рамные ортезы, а при повреждении боковых связок в ряде случаев можно ограничиться полужесткими ортезами. Чтобы ортезирование после операции или во время реабилитации было эффективным, следует руководствоваться рекомендациями врача или специалиста по ортезированию. Для первичной профилактики травм коленного сустава используются бандажи. После тех или иных повреждений лучше использовать специальные ортезы. Кроме того, использование компрессионного бандажа способствует улучшению кровообращения, и ткани коленного сустава начинают получать больше питательных веществ и кислорода. При этом компрессия и действие, подобное массажу, уменьшает болевые ощущения. Амбассадором бренда Bauerfeind в волейболе является Иван Зайцев, а в баскетболе Дирк Новицкий. Еще бренд Bauerfeind активно используется в НБА. Думаю, это о многом говорит в плане их качества. На официальном сайте есть очень крутые суппорта, выполненные в цветах различных клубов, но, к сожалению, в России они на данный момент не продаются. Если они появятся в обозримом будущем, я обязательно сделаю на них обзор. Почему надо покупать хорошие наколенники? Потому что скупой платит дважды. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Бандажи МИДИ очень популярны в России среди профессиональных волейболистов. Предположу, что это связано с тем, что закупка идет через лечащего врача команды, который имеет с этого процент. У Bauerfeind такой мотивации, видимо, нет, и их чаще используют либо по рекомендации после травм, либо по принципу сарафанного радио. Не раз видел случаи перехода игрока с МИДИ на Bauerfeind, но не наоборот. Но это так, просто мои догадки. Поймите меня правильно, мидишки отличные бандажи, но в сравнении с Bauerfeind они проигрывают по многим параметрам. МИДИ скорее используют для профилактики травм, когда колено еще не беспокоит и не имеет явных болевых симптомов. Bauerfeind нужен в случае, если травмы уже были, колено беспокоит на регулярной основе или идет реабилитационный процесс после операции. Если вы часто смотрите волейбол, обратите внимание, в чем играют волейболисты той или иной команды. Как правило, вся команда экипируется одним брендом. В России это МИДИ, в зарубежных клубах это Bauerfeind. Исключение обычно это рекомендации врача, при этом, если обратить внимание, большая часть локтевых ортезов используется именно бренда Bauerfeind, такой же, каким пользуюсь и я. Еще я бы сказал, что GenuTrain больше подходит для быстрых и резких игроков, так как он меньше сковывает движение, особенно в случае сгибания колена более чем на 90 градусов. МИДИ имеет большую компрессию, и скорее это давление актуально для более габаритных игроков, чем я, с ростом под 2 метра и весом под 100. Может, это один из факторов, почему профессиональные волейболисты в России играют в МИДИ. В принципе, здесь мои слова очень хорошо подтверждает Иван Яковлев, капитан волейбольного клуба «Зенит Санкт-Петербург». Теперь по поводу хотел наколенников спросить. Да. То есть вообще почти у вас вообще вся команда играет в мидишках. Да. Есть еще такие вот Bauerfeind, вот, то есть. Да, я видел. Почему именно эти? Да, вот вопрос. Они дороже, и в принципе как бы нет смысла переплачивать из-за того, что как бы нету сильно больших проблем с коленями. Для тех, у кого уже есть проблемы. У кого какие-то проблемы с коленями и кому нужна более жесткая фиксация, они все-таки подойдут. Эти все равно у меня по большей степени поддержание. Для поддержания, да, во-первых, потому что мы центральные, и мы постоянно как бы то отдыхаем, то нет.
И то есть, чтобы не оставали колени, и плюс, когда падаешь, также в защите играешь, чтобы как бы, ну, если там колено, там не сдирать ничего, поэтому я в них постоянно. Ну и у меня только там с левым коленом небольшие проблемы в детстве были, поэтому я как-то без стяжек не могу. Может, это уже в голове. Теперь отвечу на частые вопросы о бандажах и ортезах в целом. У них имеются противопоказания, поэтому изучайте инструкцию перед покупкой. Для вашего удобства на экране обе инструкции, медишная и бауэрфайндовская. Основные противопоказания — это варикоз, невралгия, нарушение кровообращения в ноге и так далее. Как выбрать размер? Как правило, на сайте каждого товара есть размерная таблица, в которой указано, в каких местах необходимо произвести замеры, чтобы самостоятельно выбрать размер. Если у вас пограничный размер и вы сомневаетесь в выборе, то лучше всего проконсультироваться в магазине, где собираетесь приобрести товар. Срок эксплуатации зависит от интенсивности тренировок и манеры игры. Для примера слова Ивана Яковлева. Срок годности смотрите всегда на упаковке. Bauerfeind срок годности не установлен. У MIDI он составляет 42 месяца. Внимательно изучите инструкцию, как надевать и снимать. Как показывает практика, в первую очередь наколенники рвутся в местах прямого контакта с полом, а потом в местах снимания и надевания. Помогают ли они при колене прыгуна? Именно эти модели нет. На канале есть отдельное видео о том, какие нужны ортезы при колене прыгуна. Ссылку найдете в описании. Ни в коем случае не покупайте на сайтах-однодневках. Цена за ортез в 700 или 1300 рублей – это определенно паль. Вам придет товар, который будет называться так же, но не будет иметь ничего общего с тем, что вы пытались заказать. Покупка ортезов БУ считаю полным бредом. Я объясню почему. Зачитаю информацию из инструкции. Изделие предназначено только для индивидуального пользования. В случае использования более чем одним пациентом, гарантия производителя утрачивает силу. Связано это с тем, что ортез растягивается под ногу того, кто им пользуется. По этой же причине лучше не давать его кому-то мерить, чтобы его вам не растянули. Лично для меня лучшим вариантом оказался именно ортез Bauerfeind GenuTrain из-за ранее озвученных факторов. Само собой, нет смысла сейчас бежать и менять свою медишку. В данный момент у меня на одной ноге GenuTrain, а на второй GenuMidi. И когда придет время ее менять, я уже буду брать Bauerfeind на оба колена. Речь о модели 8-го поколения. Возможно, прошлые были намного жестче в плане фиксации. Но давайте не забывать, что все индивидуально. Это мой личный опыт. И если мое мнение расходится с вашим, буду рад подискутировать об этом в комментариях под видео. Еще у меня есть ортез локтевой Bauerfeind EpiTrain 8-го поколения, для голеностопа ортез Bauerfeindовский MeloTrain и ортез лучезапястный Orlet с шиной. Это все мой регулярный экзоскелет, который также брался в Артеке. Вы все это могли видеть в моих видео. Кому интересно, ссылки на них я также оставлю в описании. Не вижу смысла сейчас о них рассказывать, лучше сделать отдельное видео обо всем инвентаре, которым я пользуюсь. Как вы считаете, стоит об этом снимать? Подводя итог этого видео. Если у вас высокий рост, большой вес, вы занимаетесь спортом, где совершаются большие прыжковые нагрузки, советую пользоваться ортопедическими бандажами и ортезами. Но только в момент ударных нагрузок. Силовые тренировки лучше проводить без них. Для того, чтобы связки-стабилизаторы эффективно включались в работу и не атрофировались от постоянного ношения ортеза. Если у вас уже были травмы и колено беспокоит регулярно, то здесь уже выбор без выбора. Вам придется их носить, чтобы продолжать заниматься спортом. Ну и как всегда по традиции, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то не забудь поставить ему лайк и поделиться им со своим другом. С вами был Егор Пупынин. Всем удачи, здоровья и до новых встреч.